Привет, с вами Корней. Сегодня я ставлю очередной эксперимент по созданию гомункула. Это уже 5-й по счету эксперимент. Первый у меня завершился частичной удачей, гомункул появился, но он оказался не очень жизнеспособным. 3 последующих эксперимента оказались неудачными совершенно, ничего не появилось. Я считаю, что мне повезло, что в первый раз у меня хоть что-то получилось, потому что иначе я, наверное, бы разочаровался в этом методе и не очень-то доверял ему. Ну, а так, я знаю, что что-то может выйти, и продолжаю экспериментировать. Почему не получилось предыдущие 3 раза? Ну, сложно сказать. На самом деле, я считаю, что здесь, наверное, сыграл фактор случайности. Ведь даже у супружеских пар, которые хотят завести ребенка, зачастую это получается далеко не сразу. Я использую приблизительно ту же методику, что и в первый раз. Это у нас куриное яйцо. Это человеческое семя. На этот раз я решил воздержаться в течение некоторого времени, потому что подумал, вдруг семя не успевает созревать. На самом деле, вряд ли дело в этом, но я подумал, что 3 предыдущих эксперимента, может быть, неудачи именно с этим связаны. Вряд ли дело в этом, но в конце концов, ведь лишним это тоже не окажется. Итак, мы делаем отверстие в яйце и в желток вводим семя. Так. Что бы там ни говорил Парацельс о другом способе введения семени, мне кажется, это связано просто с тем, что в его время шприцов не было. Все-таки самый оптимальный способ. Так. И, как я уже сказал, эксперимент будет проходить практически по тому же плану, но я выдержу это яйцо в течение не 10 дней, а 40. Я положу его в этом контейнере в кладовку на верхнюю полку, просто потому что там потеплее. Вот. Отверстие яйца мы заклеим пластырем. Так. Чтобы в какой-то степени оградить проникновение инфекции. На самом деле это, наверное, тоже большой роли не играет. Яйцо обладает собственным иммунитетом. В какой-то степени, конечно. Но подстраховаться не лишнее. Так. Угу. Итак, теперь это яйцо будет у нас храниться в темном и теплом месте в течение 40 дней. Я надеюсь, что какой-то результат будет. Итак, прошло 40 дней. У меня есть большие надежды на то, что в этом яйце может оказаться что-то интересное, потому что внешних признаков гниения нет, неприятного запаха тоже почти нет. Посмотрим, что у нас там внутри. Так. Так. Угу. Что-то интересное. Так, ну-ка. Угу. Так, что можно сказать? Вроде бы он у нас мертвый. Здесь есть такое вот отверстие. Вроде бы это похоже на рот. Отверстия в задней части тела я не вижу. Возможно, это что-то на вроде кишечно-полостных животных. Таковыми являются актинии, медузы. Интересно. Движение появилось. Похоже, он пришел в себя. Любопытно.
Блядь! Ну, теперь он точно мертв. Я его так сильно раздавил, что я боюсь. Уже невозможно понять у него органы и тому подобное. Ну, это как-то от неожиданности произошло, когда он на меня брызнул чем-то. На рукаве, вот куда попала его жидкость, остались какие-то светлые пятна. Как будто бы ткань отбелилась или что. Возможно, это кислота. Ну, руку, по крайней мере, не жжет. Ну что ж, мы можем теперь сказать, что гомункулы могут иметь разную форму тела. Они могут плеваться чем-то вроде кислоты, по крайней мере, некоторые из них. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Корней. Пока.